Всем дизайн! Сегодня мы с вами будем говорить про структуру, про этапы ремонта, которые должны быть у вас в голове, прежде чем вы отправитесь в это путешествие под названием ремонт. Меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, и вы на канале Шелнат. Этап первый. Когда мы только что купили квартиру или дом, и в этот момент нам очень сильно хочется поехать в магазин «Мир диванов» и там уже присмотреть какой-нибудь диванчик в свою будущую квартиру, или посмотреть в гипермаркете мебели какую-нибудь кухню и вдохновиться, или поехать на строительный рынок, выбрать обои. Это вообще обязательная тема, я знаю, без этого никак, но поверьте, это слишком рано. До этого еще очень далеко. Первым делом нам нужно обмерить ваше будущее пространство, которое вы собираетесь ремонтировать, сделать замеры всех выемок, всех вмятинок, всех углов, всех высот, широт и длин. И в этот момент вы должны еще побороть в себе все те эмоции, которые переживает человек, у которого только появилось свое жилье. Первое. Высота чистого потолка у вас будет меньше, потому что вы потолок немножко опустите, выравнивая его и встраивая туда все, что вы хотите встроить. И высота пола тоже поднимется немножко, пирог пола у вас усложнится, и тоже у вас вот эта высота в итоге, в результате, будет меньше, чем то, что вы сейчас меряете на голом бетоне. Это нужно пережить спокойно. Не нужно бороться здесь за каждый сантиметр. Второй момент. Стены будут немножко уже, чем то, что вы сейчас намерили, потому что это будет выравнивание, это будут какие-то покрытия, и вот эти несколько сантиметров будут вот эти сужения. Вы их тоже не почувствуете, не нужно убиваться из-за них. И еще один момент, третий пункт. Помещение, дробленое на комнатки, кажется гораздо меньше и камернее, чем оно есть сейчас, когда вы его видите без стен. Это, кстати, очень популярный эффект. Вот, особенно это важно, знаете, где квартиры якобы со свободной планировкой. Вот тут у меня есть видео, где я рассказываю про эту якобы свободную планировку, что это полный миф. Полный миф. Да. Попрощайтесь со всеми этими иллюзиями, со смирением дзен-буддиста. Отпустите все свои привязанности к высоте потолков, к размеру стен, ко всему, что вас сдерживает и отравляет вашу душу и не может дать вам принять решение сделать как-то красиво. Я знаю, это очень огромный стопор у большинства людей. Прям вот каждый сантиметр высоты потолка – это прям война. Спокойно, вы ничего не почувствуете, но вам нужно вот этот этап пройти и сделать правильные обмеры для того, чтобы мы спокойно перешли к следующему шагу. Это планирование вашего будущего ремонта. На втором этапе у нас уже есть обмерный план, это круто, это база для нашего будущего планирования ремонта. И на этом этапе мы должны все тщательным образом продумать. План минимум – это планировка расположения мебели, это стилевое направление, цвета, формы, фактуры и куда вы, собственно, хотите, какая идея, у вас должна быть концепция, у вас должно быть это в голове. И третий пункт – это на основе планировочного решения. На основе планировочного решения, а не просто так, вы расставляете розетки, выключатели, светильники и другие электроточки, электроприборы. Расстановка стен, мебели, света и масса других вопросов, которые вам нужно решить, это, знаете ли, огромный объем работ. Но пока вы не сядете и не вдумчиво для себя решите, что же вы хотите получить на выходе, вот строителям даже не звоните, вот даже забудьте их телефон. Потому что если вы начнете их приглашать и говорить, вот нам нужен ремонт и так далее, если вы начнете стройку без этого плана в голове, если вы пойдете туда не знаю куда, а строители будут делать по вашему заданию то, не зная что, во-первых, строители не смогут четко оценить объем работ и выдать вам как бы смету и стоимость своих услуг. И постоянно будут какие-то переплаты, переделки, потому что и вы что-то там придумали по ходу, и они что-то там поняли, что нужно переделать, оказывается,
вот сколько новых вводных. И это на самом деле такой процесс, когда вы весь ремонт проводите в состоянии человека, который опаздывает на самолет, он бежит, ему надо туда, в этот магазин, то купить, все купить, туда побежать, сюда, здесь захватить. Нет, нужно это сдать, это вернуть, это туда, этим позвонить, этим тут. Это какой-то хаос. Конечно, так нельзя жить. И вот в этом неструктурированном процессе, существовать очень тяжело. Поэтому, там говорят, все пережить ремонт и там не развестись, или вообще, как мы пережили ремонт, теперь нормально заживем. Вот это именно потому, что происходит очень много таких вот процессов, которые, становятся для вас сюрпризом. У вас должно быть понимание, к чему вы идете. И вы должны это понимание транслировать строителям, чтобы у них было это понимание. И это самое главное. Проблемы планирования вы можете решать самостоятельно. Вы можете заказать дизайн-проект у дизайнера. Кстати, если вам интересно, что такое дизайн-проект, напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях. Я расскажу вам, что это за такой огромный альбом с таким большим количеством листов, зачем он нужен, какие задачи он решает. И действительно ли дизайнеру нужен этот альбом, а он не может просто прийти ко мне домой, помахать руками и рассказать, что же нужно делать. Вот если вам интересна вот эта тема про дизайн-проект, зачем он нужен, наверное, еще нужно пару мифов про дизайнеров рассказать, что они не приходят в дом и не сразу машут вот так руками и рассказывают, что где будет. Нет, такого не бывает. То напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. Я сделаю отдельный ролик про то, что такое дизайн-проект, что он в себя включает и зачем он вообще может быть кому-то нужен. И почему некоторые строители вообще не работают без дизайн-проекта. Да, такое бывает. И дальше, следующий момент, вы можете прийти ко мне на курс, который называется «Дизайн без воды», где мы за месяц с курсовчанами делаем планировочные решения, учимся делать планы электрики, разбираемся в стилях и разбираем кучу других нюансов, которые вам будут полезны в ремонте, и вы уже с этим направлением идете дальше. Вот это вот несколько работ с курса и несколько отзывов. Можете нажать на пробел и почитать. Ссылочка будет внизу в описании под видео и в самом конце. Третий этап – это когда мы выбираем строителей. Только после того, как мы все распланировали, и когда мы четко, или хотя бы довольно четко представляем, куда мы идем и какой нам нужен на финале результат, мы звоним строителям и договариваемся с ними о встрече, о том, чтобы они посмотрели объект и выдали цену. Вот только сейчас. И как мы можем выбрать строителей? Во-первых, по стоимости. Самые точные сметы строители выставляют после осмотра вот этого толстенного талмуда под названием «Дизайн-проект», где написано, куда какой гвоздь нужно прибить, куда какой винт прикрутить, где сделать какое-то усиление, где еще покрасить, где докрасить, где что, как стыковать, каким стыком. В общем, все детально они могут изучить, перевести в человека часы, и эти человека часы перевести в рубли, евро, биткоины или чем вы там им готовы платить и их отблагодарить. Окей, нет у вас дизайн-проекта, всякое бывает, по разным причинам люди не заказывают дизайн-проекты, тогда вы сами сформировали свой проект в голове, зафиксировали его где-то на бумаге, либо сформировали его с помощью курса и зафиксировали его где-то в программе на каких-то чертежных материалах. Окей, нет проблем, вы приносите ваши наработки строителю, показываете ему, как вы хотите, вот у вас зафиксировано то, что вам нужно сделать. Строитель видит, окей, люди в адеквате, люди ставят четкую цель, цена будет близкая к правде. Это тоже хороший очень результат. Самый сложный случай, когда у вас ничего нет, никакого проекта, и вы приводите строителя, ему приходится отслеживать ваши размахивающие руки, которые показывают, что стеночку нужно примерно как-то вот так сносить, что розетки нужно примерно сюда расставлять, и он следит за всеми за этими вашими пальцами и думает: так, это какая-то свистопляска начинается, обязательно будет что-то шиворот на выворот, и обязательно будут какие-то переделки, и цену он не может сформулировать вам четко, потому что он понимает, что мы идем туда не знаю куда,
и у вас с появлением новых вводных будет обязательно расти цена, как-то она видоизменяться, но виноват в этом начальник, который четко не смог поставить задачу перед людьми, которых он нанял. Четко поставленная задача с зафиксированными моментами, с зафиксированными четкими пунктами уже снимает половину вопросов настройки, и люди могут спокойно, четко оценить и предоставить вам четкую смету, ну или хотя бы достаточно точную, скажем так. Ну и потом дальше уже по ней работать. Ну, дальше вы уже по цене сможете самостоятельно выбрать, это зависит от вашего города или региона. Ну а после того, как вы приценились, вам нужно выбирать строителей по человеческим качествам. И здесь, конечно, очень важно выбрать адекватного человека, который бы вам подходил по духу. И, конечно, прежде всего нам здесь поможет сарафанное радио. У меня самые мои любимые строители – это строители от моих бывших заказчиков, где мы с ними спелись на стройке и очень хорошо взаимодействуем. Я знаю, как они работают, я знаю, сколько они берут, и это уже такие действительно работанные контакты, которые я могу рекомендовать. Но вы должны спрашивать у знакомых, и если они вам рекомендуют какого-то строителя, вам нужно напроситься к ним в гости в их выходной, возможно, день, прийти к ним и вот ковырять, не отклеивается ли плинтус, вот там вот не косится ли, а там вот не отклеивается ничего. То есть посмотреть, довольны ли вы качеством ремонта, которым сделали строители, которых они предлагают. Ну так, потихонечку, молча. Лучше особо там никогда не ругайте ремонт людей, которые старались его делать. Не надо. Вы никому лучше от этого не сделаете. Только расстроите, может быть, людей. Не надо. Ну, так тихонечко посмотрите, нормально все, чистенько, аккуратненько или что-то кривоватенько. И уже принимайте решение, потому что у вас есть понимание, что человек адекватный, люди понравились, да, там бригада или мастер один, его рекомендуют, качество работы вас устраивает, супер, берем. Но бывает такое, что у вас нету никаких рекомендаций, или наоборот, вам ваши друзья говорят, что вы знаете, у нас были самые дурацкие на свете строители, мы вам не можем их рекомендовать. Окей, придется искать строителя самостоятельно. И здесь вам важно, чтобы у вас после встречи было спокойное и уравновешенное чувство. Вот вам, чтобы у вас было именно спокойствие внутри. Потому что вы не должны фанатеть от людей, которые вы нанимаете. Это то же самое, кстати, дизайнера касается. Там бывает такое, что приходят люди и говорят: боже, я так долго ждала эту квартиру, и мы, наконец, скоро въезжаем, нам скоро ее сдадут, и я так рада, так счастлива, давайте с вами в припрыжку, за ручку, побежим в магазин выбирать диваны, под скоком, ура, я так рада, так рада, так рада, и кухню, все выберем, я так хочу с вами круглые сутки разговаривать по телефону, мечтать о том, какой будет интерьер, и как хорошо мы там будем жить, вот прям нужно. Вот я, если вижу такие всплески, я их стараюсь выравнивать, потому что для работы всегда нужен, так бы скажем так, трезвый настрой и спокойное отношение. Как у заказчика, который платит деньги, и как у исполнителя, который исполняет пожелания заказчика. То же самое касается при выборе строителя. У вас абсолютно не должно возникать никакого фанатизма, даже если строитель супер-мега харизматичный. Должно быть спокойное чувство, такой вот как бы проведенной деловой беседы. Вы должны ощутить, что человек компетентен, спокойно уравновешен и понимает, на что он идет, скажем так. Особенно если у вас нету никакого плана. Вот, да. Вы должны почувствовать вот это теплое, приятное ощущение, и что вы можете довериться ему. Тогда будет хорошо. Но подозрительно прищурьтесь, если вы видите, что человек как-то дергается, он нетерпелив, он вас перебивает, он как будто бы куда-то торопится, он подпрыгивает, я не знаю, что там еще он может делать, как-то быстро суетиться, то, скорее всего, это значит, что человек нетерпелив, он, возможно, не обязателен. Это очень, по деталям это можно увидеть иногда в человеке. И, возможно, он не будет доделывать свою работу, либо делать все из-под палки. В общем, это достаточно сложный случай. Вам, конечно, нужно разбираться в людях. Вот.
Так же, как если вы, например, покупаете автомобиль, вам нужно разбираться в автомобилях. Вот точно так же вам нужно и выбирать себе исполнителей для вашего будущего ремонта, либо для дизайн-проекта. Вы должны по деталям понять, что это за человек. Это очень хороший скилл. Еще стоит напрячься, если вам строитель говорит, как все вокруг неправы. Вот он прям с порога заявляет, как в прошлый раз все заказчики были неправы, как в этом магазине все неправы, как там все делают неправильно, и как в прошлый раз у него был критический случай, который вообще он не хочет, чтобы это повторилось. Это был ужас, ужас, ужас. Короче, изливает негатив вам о каких-то прошлых своих рабочих или, может быть, нерабочих отношениях. А это сразу как бы показатель того, что, скорее всего, вы будете следующим, кем он будет недоволен, потому что такие люди, они обычно не замечают никакой ответственности, которая на них возлагается, они ждут только что-то от других и абсолютно не признают собственные ошибки. Вот в этом случае вам тоже стоит напрячься. После того, как вы выбрали строителя и показали ему план стройки, он начинает четвертый этап. Это черновая отделка. Это самый грязный этап работ, когда я как дизайнер прихожу на стройку во всем сером, потому что иначе эту штукатурку, эти все минеральные связующие из себя не выбьешь никак, и будешь целый день с ними ходить, и пока не придешь домой, не постираешь себя с головы до пят. В общем, это самый грязный этап ремонтных работ, и он делится на несколько подэтапов. Во-первых, это демонтаж, снос всего лишнего, вынос мусора и другие составляющие всей этой подготовительной красоты. Вторым пунктом идет у нас построение стен, построение каких-то бетонных лестниц и других монументальных конструкций, выравнивание этих стен и конструкций. Это прокладка теплого пола, отопление у вас должно быть уже определено и начато в этот период. Вы должны подготовить оконные проемы для того, чтобы заменить окна, заменить входную дверь и подготовить дверные проемы для межкомнатных дверей. Третий пункт – это разводка воды, электрики, канализации, установка умного дома, систем пожарной безопасности, сигнализации, это прокладка воздуховодов и оборудование для канального кондиционирования и вентиляции, это прокладка трасс для сплит-кондеев. Четвертый пункт – это монтаж потолка и возведение всех гипсокартонных конструкций и подготовка всей вот этой красоты под покраску и дальнейшую чистовую отделку. Но помните, что ремонт – это вещь сугубо индивидуальная. Это как пошив платья на заказ индивидуально под ваши формы. Вы должны доверять людям, которых вы наняли. Если они используют какой-то другой порядок в процессе ремонтных работ, вы должны ткнуть в них пальчиком и спросить, а как бы что они имеют в виду? Может быть, у них какая-то есть интересная концепция или видение, или у вас какие-то уникальные условия, из-за которых вы должны пропустить там один этап и начать сначала там другой, который у меня в списке идет предварительно перед этим. И, конечно, вы в первую очередь должны доверять людям, которых вы наняли. Вы должны доверять строителям, которых вы наняли, должны доверять дизайнерам, вы должны доверять врачам. Вы должны всем этим людям доверять, иначе не выбирайте их. А если выбрали, то доверяйте. Вот такой подход, это, в принципе, скажем так, общефилософский подход правильной, спокойной, гармоничной жизни. Вот надо его использовать, чтобы быть спокойным и не выносить мозги и себе, и вашим исполнителям, там, например, строителям. Они хорошие ребята, наверняка хотят вам сделать счастье. В большинстве случаев происходит именно так. Кстати, строители, которые смотрят мой канал, напишите, пожалуйста, внизу уточняющие нюансы, когда бы вы что меняли местами и когда, на ваш взгляд, лучше начинать какие работы. Это будет шикарно, и я тоже с удовольствием почитаю. Пятый этап – это чистовая отделка, и это один из самых вдохновляющих периодов, потому что здесь уже проглядывается результат этого прекрасного созидательного труда, и ты уже видишь какие-то первые чистовые материалы, первую красоту, и очень сильно это вдохновляет моего внутреннего попугайчика. Вот, кстати, мой попугай.
А вот я со своим попугаем. Я его сейчас не могу вам показать, но он есть, и он замечательный. Первый пункт 5-го этапа – это установка дополнительных декоративных элементов в виде там молдингов, в виде галтелей, их еще называют карнизами, и вот там розеток для люстры, что угодно, и покраска стены вот этих элементов, если оно вам было нужно. Второй пункт – это укладка плитки и установка сантехники. Но, кстати, в санузлах чаще всего сначала укладывают плитку, а потом окрашивают стены. Да и иногда в некоторых жилых комнатах или коридорах, например, укладывают сначала плитку, а потом красят стены. В общем, этот первый и второй пункт, они могут меняться в зависимости от целей и задач строителей. Третьим пунктом мы клеим обои, огибая все эти наши молдинги, углы, все эти наши декоративные элементы. Четвертым пунктом обычно укладывают напольные покрытия, деревянного толка или что-то около того, там это могут быть имитации различные. Но вам нужно определить здесь драгоценность ваших отделочных материалов и все самое драгоценное оставить в конце, просто чтобы это не запачкалось. После этого пятым пунктом у нас обычно идет монтаж дверей, наличников и всех вот этих остальных декоративных элементов. Шестым пунктом у нас идет встраивание всей мебели, там шкафов или кухонного гарнитура. И, кстати, фартук может тоже встроиться на этом этапе. То есть иногда он встраивается на этапе плитки, то есть в самом начале чистовых работ, а иногда, в зависимости от того, какой крутизны фартук вы выбрали, можно его встроить и на этом этапе, чтобы у вас все было чистенько и аккуратненько, и все соединения были идеальными. И седьмым пунктом, самым последним, обычно у нас бывают плинтуса, потому что они красиво примыкают к нашим всем встраиваемым мебельным элементам, к мебельным цоколям, шкафов, кухонь, и закрывают стык между чистым полом и чистой стеной. И все, вот здесь уже мы закончили ремонтные работы. Вот это вот основная структура мысли, которая должна быть у вас во время ремонта. Конечно, здесь гораздо больше подэтапов. И, конечно, иногда может быть у вас уникальная последовательность действий в связи с вашими индивидуальными особенностями помещения, либо привычками вашего строителя или ваших мастеров. Вы должны это понимать. Я подготовила инструмент по контролю ремонта и по распределению зон ответственности, чтобы заказчик и строитель понимал, какие функции на нем, какие, например, отводятся на спецмонтаж, какие вехи основной ремонт должен пройти и к какому моменту заказчик, например, должен заказать кухню, когда он должен знать уже, какие двери он будет ставить на объект и подо что готовить дверные проемы. И, в общем, очень много таких вот нюансов, которые должен знать заказчик, который хочет грамотно провести свой ремонт. Получат этот инструмент курсовчане, которые придут на новую волну курса «Дизайн без воды», которым это нужно больше всех, судя по всему. И вот там вот ссылочка в описании про этот курс. Шестым этапом у нас остается размещение мебели, установка люстр, бра и размещение каких-то элементов декора. И, собственно, декорирование всего этого текстиля и так далее. И тут я, конечно, просто не могу с вами не поделиться о том, как у нас прошел курс по декору, о котором я вам рассказывала несколько роликов назад. Он прошел вот так вот работы курсовчан, которые они сделали своими руками и никогда раньше не работали в этих программах. Это их помещение. И вот отзывы про этот курс. Нажимайте на пробел, читайте. Этот курс проходит для тех, кому хочется обуютить свой интерьер после ремонта. Он чувствует, что этот интерьер пустоват и как-то не полон. Этот интерьер не сказал все то, что он хочет сказать. Помочь им высказаться. Либо, если вы, например, уже живете в каком-то пространстве, но хотите все поменять без каких-то серьезных капиталовложений в этот интерьер, но не знаете, с чего начать и в какой стиль вам идти, в каком направлении двигаться. Вот этот курс для вас, вы научитесь как раз выбирать нужный стиль, понимать его и подбирать элементы стиля под ваше пространство. Ссылочка на этот курс тоже будет в описании. Надеюсь, структуру по этапам вы уловили, у себя в голове немножко так утрясли, прояснили, как это все должно быть.
Но на самом деле, конечно, бывают некоторые нюансы. Например, полы у вас могут быть вообще без плинтуса, либо вы сначала монтируете встраиваемую мебель, а потом уже только подводите туда галтель или карниз. Такое бывает, иногда это полезно. В общем, здесь есть свои нюансы, и тут я вас настоятельно прошу написать туда в комментариях, чем бы вы дополнили этот ролик, и нужен ли вам отдельный ролик или несколько роликов на один какой-то заинтересовавший вас этап, либо несколько этапов. Я тогда подумаю над тем, что же вам действительно нравится, что же вам нужно, и если увижу какой-то особенный интерес к какой-то теме, обязательно сниму вам ролик на эту тему, либо несколько роликов по этой теме. Спасибо вам большое за то, что пишете мне, и за то, что вдохновляете меня вот на такие вот темы. Это, кстати, тоже не я придумала, это я с вашей подачи вот делаю вот такой вот ролик. А для тех, кто ждет мои ролики и пишет мне об этом, и просит меня выпускать ролики чаще, для вас есть мой инстаграм, там очень много всего полезного происходит, какие-то лайфхаки, я там публикую свои проекты, и там можно найти информацию какую-то обо мне и какие-то интересные приключения, я тоже об этом пишу здесь. Есть телеграм-канал, где я тоже публикую свои какие-то заметки, находки, интересные идеи, может быть, мысли. В этих двух соцсетях вы оперативнее всего узнаете о выходе нового ролика и точно ничего не пропустите. Ссылки на эти две соцсети будут вот там внизу в описании к этому ролику. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на YouTube канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк и спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч. Всем дизайн!